Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. На моем канале есть целых 2 видео, посвященных правилам приготовления меренги. В этих видео я подробнейшим образом рассказываю и показываю, что и как нужно делать, чтобы меренга у вас получилась. Но, несмотря на эти подробные инструкции, периодически поступают комментарии типа «У меня не взбиваются белки», «Делала все, как вы сказали», или «Сушу безе в духовке, а оно остается влажным внутри». В чем причина? И эта ситуация обостряется с приближением праздников. Что не мудрено, ведь яйцо – один из наиболее часто используемых продуктов. Я долго анализировала возможные причины. Думала, чем я еще могу вам помочь, что еще нового рассказать, чтобы у вас все получилось. И поняла. Многие, и я в том числе, рассказывая о правилах приготовления меренги, не упоминают об одном очень простом, но очень важном моменте, без знания которого все остальные правила могут быть бесполезны. И сегодня я решила поставить точку в вопросе меренги. Интересно? Оставайтесь со мной. Итак, в чем же заключается эта загадочная причина? Та-дам! И она в яйце. Помните, у Кощея в яйце была смерть, а у нас с вами корень причин неудачной меренги и многого другого. Вернее, не в яйце, а в его свежести. Многие скажут: подумаешь, открыла Америку, как будто бы мы не знаем, что яйцо должно быть свежим. И будут правы и неправы. Вот скажите мне, что вы подразумеваете под понятием «свежее яйцо»? По каким таким признакам вы определяете его свежесть? Вот прямо сейчас остановите видео и напишите в комментариях, а я подожду. Написали? Отлично. Едем дальше. Многие ли из вас смотрят на срок хранения яиц, который указан на упаковке? Или все те же 2%, которые вообще интересуются этикеткой? А если и смотрите, то что вы там видите и какой вывод из этого делаете? Знаете ли вы, что производители устанавливают срок хранения для яиц 30 дней в условиях цеха, то есть при комнатной температуре, или 90 дней в холодильнике? Но ни магазины, ни производители не хранят яйца в холодильнике. Это лишнее оборудование, лишняя электроэнергия и место. Тем более, что 30 дней позволяют реализовать продукцию. Вот вы смотрите на упаковку и видите там срок хранения еще неделю. И думаете: о, как здорово! За эту неделю я успею эти яйца и съесть, и использовать их в каких-то рецептах. Но оставшаяся неделя означает, что яйца снесены более 20 дней назад, и еще пару дней они станут безнадежно старыми. Кстати, Санпин установил срок хранения для яиц 25 дней. И неспроста. Дело в том, что в яйце содержатся очень ценные белки. Овомуцин, который отвечает за упругость, овотрансферин и овоальбумин, которые отвечают за коагуляцию и жаропрочность. И эти замечательные белки разрушаются во время хранения яйца. И к 25-му дню практически теряют свои свойства. Говоря человеческим языком, белки такого яйца будут взбиваться плохо. Будут давать пену неупругую, которая будет оседать и расплываться. Это же справедливо и для взбивания целых яиц. А также такие яйца будут дольше готовиться. То есть меренга при сушке будет долго оставаться влажной внутри. И бисквит из таких яиц будет долго припекаться. И даже банальная яичница из этих яиц будет жариться дольше. К тому же полезные минеральные вещества, содержащиеся в яйце, тоже разрушаются при хранении. То есть к этому сроку оно будет практически пустым. Из всего вышесказанного следует, что при покупке яиц срок хранения должен быть не менее 2 недель, а лучше дольше. Обращайте на это внимание. Ну, еще немного скажу про маркетинговые уловки. Самые большие яйца категории C0 менее ценные, чем яйца категории C1, то есть первый. Большие яйца несут старые куры, и по факту в них просто больше жидкости. То есть вы платите за воздух, точнее за воду. Яйца категории C1 несут молодые курочки, они более полезны, и вы не переплачиваете за объем. И если вы купили хорошие свежие яйца, конечно же, не забывайте об основных правилах приготовления меренги. В общем, основные правила я зачитаю. Обязательно обработайте яйца перед использованием. В домашних условиях хотя бы вымойте их с хозяйственным мылом. Не верьте ни в какие сказки о том, что они где-то кем-то обработаны уже. Обработанное яйцо хранится сутки, поэтому никто не будет этого делать. Тем более это нужны дополнительные мощности. И потом достаточно на них внимательно посмотреть, чтобы понять, что это не так. Используйте сухую, чисто вымытую посуду без следов жира. Такой же должен быть венчик.
Аккуратно отделяйте белки, чтобы в них не попал желток. И каждый белок отделяйте в отдельную посуду, а потом добавляйте его к остальным, чтобы при попадании желтка в один белок не пострадала остальная масса. Аккуратно уберите халазу, в простонародье называемую жгутиками. Если у вас нет планетарного миксера, лучше не взбивать больше 3 белков. Используйте мелкокристаллический сахар, а лучше берите 70% сахара и 30% сахарной пудры. Весь объем пудры брать не нужно, она быстро смешается с белком и не даст ему хорошо взбиться. Классическая пропорция – 1 часть белка и 2 части сахара вместе с сахарной пудрой. Снижением количества сахара не увлекайтесь, чем меньше вы его положите, тем менее стабильной будет меренга. Не взбивайте белки на максимальной скорости. Пузыри будут получаться большими, неравномерными, и пена будет нестабильной. Лучше поставьте скорость между средней и максимальной. Будет чуть дольше, но более стабильно. Это, конечно, относится к мощным миксерам 500 Вт и выше. Начинайте засыпать сахар только после того, как белки взбились в мыльную пену. Сыпьте частями в 4-5 приемов, давая время размешаться сахару. Что могу сказать насчет добавления соли и кислоты? Соль способствует развертыванию белка, кислота стабилизирует массу и придает глянец. Соль добавляется в начале, кислота ближе к концу. Можно добавлять и то, и другое, можно добавлять что-то одно, а можно вообще ничего не добавлять, это ингредиенты не обязательные. К тому же мы уже договорились, что яйца у вас хорошие. Когда видите четкий рисунок, остановите, уберите сахар со стенок и поднимите массу со дна. Когда миксер ручной, обычно этого делать не нужно. Когда меренга взбита до птичьих клювов, проверьте, размешался ли сахар. Неразмешанные кристаллы сахара приведут к тому, что при сушке безе будет плакать. Введите пудру. Обязательно просейте ее через сито. И перемешайте все на средних оборотах. И на этом все. И вот так выглядит готовая масса безе. Белоснежная, пластичная, устойчивая. Ничто никуда не выливается и не падает. И в то же время она не рваная. Но вы так долго ее не смешиваете, как я, это я показываю. Вообще обращайтесь с белками деликатнее. Отсаживайте массу ложкой или из кондитерского мешка на пергамент или силиконовый коврик. Чтобы пергамент не ездил по противню, приклейте его с помощью той же массы. Чем больше размер меренги, тем дольше время сушки. И по поводу извечного спора, какие взбивать белки – холодные или комнатной температуры. Взбиваются и те, и другие. Теплые белки взбиваются проще, быстрее, дают более пышную пену. Холодные белки взбиваются дольше, но пена у них более стабильная. Опять же, если миксер у вас не очень мощный, берите белки комнатной температуры. Если мощности хватает, то все равно. Сушится меренга при температуре до 100 градусов, лучше 80-90, можно даже в сушилке для овощей, если вы хотите получить белоснежное хрупкое безе. Есть вариант сушки при 120 градусах, но это в том случае, если вы хотите тягучую серединку и безе кремового цвета. Время сушки также зависит от размеров и температуры духовки и может быть от 1,5 до 3 часов. Стандартно проверяют безе, если оно снимается с пергамента хорошо, значит готово. Самый лучший способ сушки – поставить безе при температуре градусов 80 на 2-2,5 часа вечером, а потом духовку выключить и оставить его там до утра. И оно на остаточном тепле у вас досушится. Ну и это, наверное, все, что я могу сказать о яйце. И мне бы очень хотелось, чтобы эта информация вам помогла и была для вас полезной. На этом все. Всех обнимаю. Ваша Ирина.